не мегабит, а мегабайт. Я в этом небольшой специалист, хранится больше 100 лет. И я думаю, что там уже все печально. Хотя пленку нельзя рассматривать как расходный материал. Приходим мы к облаку. Ну, на этой неделе мы будем с вами подводить краткие итоги, и я буду рассказывать о том, какие этапы канала были у меня. Друзья мои, привет! Сегодня с вами Фаионыч, и сегодня тема хранение фотографий, история и где хранить в современном мире в 2021 году. У меня, видите, сегодня ретро все. Ну, для людей, которые застали поколение 70-х, 80-х, это вообще не вопрос. Это были пленочные фотокамеры подобного типа, вот как Зоркий. Они заряжались пленкой, которая выглядела вот таким вот образом. Дальше с нее, с этой пленки, все распечатывалось. Или сами распечатали, проявляли вот в таких бачках. Или отдавали в фотостудию специализированную. Ну и после этого, собственно говоря, получали что? Получали то, что хранилось вот в таких альбомах. И понятие альбом — это вот такая книжка, в которой фотографии размещаются. Цветные фотографии, черно-белые, без разницы. Это вот было буквально поколение 70-х, 80-х, ну и 60-х, 50-х тоже. Но все изменилось, друзья. Мы очутились в начале нулевых. Так что же такое произошло, если в 90-х годах люди по старинке точно так же снимали на теме же пленку, только более компактные камеры или какие-то более профессиональные? В чем же произошла революция и так сильно изменившая мир до сих пор плоды, которые мы вкушаем? Я считаю, лично я, что здесь пошла речь о компактности. И появившиеся вместо кассетных переносных плееров вот такие мини-дисковые плееры, которые уже по объему могли записать качество компакт-диска и качество и объем. И занимали очень мало места. И плюс они были многоразовые. Многоразовая запись. Это появилось очень интересное направление. Видеокамеры, классические видеокамеры аналоговые, которые я вам сейчас не могу показать, переместились в цифровые камеры вот такого плана. Вот, кстати, Sony, которую я утопил в Турции. Великолепная PC-серия, очень дорогая камера. Они писали вот на такие цифровые кассеты, видео уже в цифровом качестве, но качество это все равно было на уровне 720 линий на миллиметр, даже хуже. Но что же произошло и почему даже вот эта камера стала вехой в развитии цифровой фотографии? А все дело в том, друзья, что здесь вот сзади есть разъем, куда вставляется вот такой предмет. Я уже не раз вам говорил, кто смотрел мои видео, что в начале нулевых годов, когда появился вот этот предмет, это memory stick, такая называемая палочка от компании Sony. Люди крутили у виска и говорили, что зачем покупать за 200, 300, 400 долларов вот такую штуку, когда можно купить огромное количество магнитных дискет, на которых тогда фотоаппараты писали. Писали с разрешением 1 мегапиксель, 2 мегапикселя. Но даже вот эта камера, она писала уже фотографии с разрешением 1,5 мегапикселя. И у меня есть фотографии с этой камерой. Так вот, друзья, как только появился этот memory stick и дальнейшее его развитие, компактный memory stick, SD-карты, которые вы сейчас все постепенно до сих пор используете, хотя этим форматом уже почти 20 лет, да? Но вот это произошла революция. Представляете, вот такой носитель памяти позволяет вам записать фотографии, сохранить их, но дальше, а где дальше их хранить, поскольку карточки достаточно дорогие? Надо помнить, что кино тоже развивалось и появились после видеомагнитофонов формат DVD. Более того, через некоторое время, как раз вот во времена, когда эти камеры появились диски, которые перезаписываемые. Это могут быть вот такие вот, например, диски RV, на которых помещалось 750, это в компакт-дисках помещалось 750 мегабайт, а на этих дисках уже помещалось 4,7 гигабайта. И поскольку фотографии тех камер занимали меньше мегабайта в сжатом виде, да, вы должны понимать, что вот на такой диск можно записать несколько тысяч фотографий. Ну вот я использую в качестве архивного хранения, кстати, это вопрос, к чему хранить, да, в альбомах фотографий. К чему я это говорю? Что несмотря на то, что даже если вы делаете 1000 фотографий в год, вы можете их сохранить в то время вот на таком формате.
Так что же было это за устройство? Изначально битва велась вокруг компактных камер. Я вам покажу раннюю камеру, которую вы, если смотрели мое видео. Кстати, сегодня интересный день, сегодня фотография сделана вот этой камерой, но уже в 2021 году, на прошлой неделе. Если вы смотрели, кстати, мое стрит-видео, карманная камера называется видео, вот здесь подсказка будет. Как раз попал сегодня в ленту Explore, так что поддержите, посмотрите, что такое лента. Так вот, дальше, что же с этими фотографиями делать? По старинке люди печатали их или на уже цифровых студиях компании Kodak. Как раз это было время расцвета 90-е годы. Это было время расцвета цифровой печати. Но уже появились компактные принтеры размером вот такую пачку, у меня он где-то лежит далеко, которые печатали вот на такие бумажные отпечатки. Вы можете дома были сублимационным способом. Не то, что сейчас печатают струйные принтеры, а это методом сублимации, который очень близко к фотографии. Наносится в 3 слоя. Ну и, соответственно, картриджи, специальные вот такие лотки, куда эта бумага закладывалась. И люди потом точно так же их в альбомы помещали. Хранили их в распечатанном виде. Интернет на тот момент уже появлялся в конце 90-х, да, и периодически можно было увидеть фотографии в невысоком разрешении, в том числе и в интернете. Но в начале нулевых это уже стало трендом, что фотографии можно не только хранить, но можно куда-то их в интернете загрузить. Облачных сервисов к тому времени еще не было, поэтому люди, которые снимали вот на такие камеры цифровые, все-таки старались их или распечатать, или где-то сохранить на цифровых носителях. И здесь многие, кто застал это время, понимают, что тогда была реальная проблема, где хранить фотографии. Была еще один вариант хранилища, да, это жесткие диски. Плавно переходим к тому, что хранилище жесткие диски, так называемые, с вращающимися дисками, вот такого размера, большие, пусть они терабайтные, до сих пор многими используются, но даже после того, как на смену этим дискам пришли компактные аппараты, например, вот это достаточно старый Hitachi, он до сих пор у меня работает. Это все равно не решало проблему, поскольку все эти устройства памяти хранения, они имеют срок жизни. И прежде чем приступить к современности, я вам дам небольшую справку, срок хранения вот этих всех устройств. Хорошая распечатанная фотография, качественно промытая, отпечатана на хорошей бумаге с серебряной фотографией, хранится больше 150 лет. Это подтвержденный факт абсолютно. У меня достаточно много таких фотографий сделано. В 80-х годах они до сих пор все в отличном состоянии. Если говорить про цифровую печать, которая сделана вот на таких принтерах, которые я вам показывал, цветную, да, то у них срок жизни небольшой, это порядка 30 лет. После этого цвета выцветают, ну и, соответственно, все разрушается. И я думаю, что там уже все печально совершенно. Поэтому эти носители непригодны. Хотя это цифровые носители, мы говорим сегодня об этих носителях. Что касается самих негативов, да, которые хранятся в таких рамках, да, они тоже могут храниться достаточно долгое время, это может быть десятки лет, то есть несколько поколений. Карточки памяти, несмотря на то, что у них заявлено, что большой срок хранения, у них есть циклы жизни, да, перезаписи. Поэтому эти циклы ограничены. У кого-то, у дешевых карточек это может быть 100 циклов, у дорогих это может быть 1000, 2000, но все равно срок жизни их невелик. Поэтому это все-таки расходный материал. Рассматривайте это как подобные пленки. Хотя пленку нельзя рассматривать как расходный материал. Так вот, к чему же мы с вами приходим? Где же хранить? Хранить на оптических дисках? Да, оптический диск заявлен, что вот такой с золотым покрытием он хранится больше 100 лет. То есть, насколько это правда, мы не можем проверить. И к чему же мы с вами, друзья, приходим в 2021 году? Приходим мы к облаку. Флёныч тут с маленькой камерой. С появлением компактных камер, и фотокамер высокого разрешения, где матрица может иметь размер full frame, даже больше, и емкостью, например, 100 миллионов пикселей, да, где фотография одна в несжатом виде может занимать 100-200 мегабайт, то есть это огромный архив, да, не мегабит, а мегабайт. Мы приходим к тому, что этих дисков, даже вот таких на жестких дисках, может не хватить для тех людей, которые постоянно, регулярно занимаются фотографией. И что же мы имеем в десятых годах? Появились облачные хранилища. И это революционный сдвиг, поскольку уровень оборудования там профессиональный, и интернет позволяет вам удаленно хранить
в распределенных регистрах, в распределенных сетях. Я в этом небольшой специалист, но я прекрасно понимаю, что мой архив Flickr, который здесь есть, например, да, я могу его сейчас, я уже его сохранил, как только стал заниматься Flickr. До этого я пользовался облачным хранилищем компании Apple. Но сейчас основное мое хранилище — это хранилище от Flickr, где я могу не только выкладывать свои фотографии, какие-то арт-фотографии, но я также могу использовать и архивы. Если, например, пролистать, вы можете увидеть мои фотографии, начиная с момента появления первой моей цифровой фотографии. Несмотря на то, что у меня есть аналоговые, вы можете использовать их архивные фотографии через сканеры, да, свои черно-белые фотографии с пленок отсканировать. Ну вот, например, это фотографии, когда я купил камеру в 2003 году. Можно сказать, что вот фотографии 2001, 2002, 2003 года. 2002-2003 года. И это хранилище облачное, то есть оно достаточно емкое. Если мы говорим о том, что Flickr это все-таки хранилище для того, чтобы хранить фотографии, да, то вы должны понимать, например, если вы будете каждый день снимать по 10, каждый час снимать по 10 фотографий, ну, вместе с вами посчитаем. Допустим, вы каждый час будете снимать 10 фотографий. Ну, предположим. Дальше это умножаем на 24. Ну, 24 часа никто не снимает, я думаю, что 12 надо умножить. Получим 120, да? 120 фотографий в день вы будете делать. Но это очень много, друзья. Если вы умножите это на 365 дней, то есть каждый день будете делать... Так, что-то у меня не получается. Так, каждый час по 12, 10, 120 умножаем... 120 умножаем на 360. Получаем 43 тысячи фотографий, вы сможете снять за год. Но это немыслимо, конечно, друзья. 43 тысячи за год. Я могу сказать, что свои фотографии, которые у меня в архиве во Flickr, понятно, что там много можно удалить, которые дубли. Но их там порядка 30 тысяч. Занимают они порядка 300 гигабайт. И в Pro-версии Flickr это хранилище не имеет ограничений, поэтому вы можете залить туда хоть 100 тысяч фотографий, ничего страшного не будет. Поэтому это как хранилище, это очень удобная штуковина. Плюс самое большое преимущество Flickr, конечно, то, что он дает не сжатое хранение. То есть вы можете разместить фотографии в полном разрешении в формате JPEG. Вы можете разместить фотографии в формате TIFF. Например, у меня несколько фотографий сохранено с разрешением больше 100 мегапикселей. Там же хранят многие люди свои какие-то архивные панорамные фотографии, которые занимают огромный объем. Поэтому это очень удобно. Почему это удобно? Потому что даже если вы не доверяете этому хранилищу, есть функция в этом Flickr, которая позволяет вам архивировать из Flickr ваши какие-то коллекции, которые вы можете выбрать по тегам, вы можете их выбрать по дате, можете по ключевым словам, которые вносите. Более того, система обучается, поэтому многие объекты она уже распознает сама, даже без ваших тегов. Поэтому если вы вобьете в поиске Flickr, например, в поиске забьем, я не знаю, давайте забьем Турция. И получим. Выходят фотографии, которые я сделал в Турции в прошлом году, но выходят также фотографии, видите, которые сделаны очень давно. Это 2009 год. Ну и дальше выходят фотографии, которые уже делал не я. Поэтому это интеллектуальная система хранения, которая мало того, что позволяет вам создавать собственные альбомы, создавать альбомы по датам, осуществлять поиск по тегам, осуществлять поиск по каким-то объектам, по названиям. То есть это очень простой, удобный сервис. И в первую очередь я бы хотел обратить внимание на это как хранилище. Почему? Потому что множество видео, которые я записывал, потому что это Flickr, это сообщество фотографов, не токсичное сообщество. Смотрите мои видео отдельно, я об этом рассказываю. Как зарегистрироваться во Flickr, как продвигаться, какие связи с другими соцсетями, как можно заработать деньги, в том числе на Flickr. Да? То есть в данном случае мы будем говорить только о том, что это хранилище, чрезвычайно удобное. Вне зависимости от вашего возраста, если у вас есть какие-то старые фотографии, для вас очень ценные, я вам рекомендую сохранить их, сделать аккаунт. Бесплатный аккаунт позволяет сохранить вам 1000 фотографий, это достаточно много.
Если представить, что вы хотя бы в день одну фотографию качественно делаете, да, в год у вас получается 360. 3 года вы сможете снимать по одной фотографии в день и все хранить. 1000 фотографий, уверяю вас, это много, это целая жизнь для некоторых людей. Поэтому вперед, друзья! Если вы еще не зарегистрировались во Flickr, вперед!